Друзья, привет! Я продолжаю гайд по Forestry. Сегодня, наконец, я хочу рассказать вам про дополнение к Forestry под названием Magic Bees. Это дополнение добавляет просто огромнейшее количество новых видов пчел. Вот. Ну и само название за себя говорит, да, что там много пчел каких-то с какими-то магическими эффектами. И, соответственно, одно из самых главных нововведений в этом моде — это такие вот пасеки специальные. Я их уже показывал в прошлых видео. Magic Apiary. Очень похоже по интерфейсу на обычную пасеку. Но, во-первых, здесь больше выход, то есть по сравнению с обычной пасекой. Даже рамки как бы здесь не обязательны. И здесь еще появляется такое дополнительное меню. Дополнительные, точнее, 3 индикатора. Вот. Соответственно, вот эти штуки можно запитывать с помощью такого вот устройства под названием, вот они, With Apiary Booster. Этот бустер можно запитать от узла, вот, и, соответственно, с определенными аспектами, если передавать сюда от узла определенные висы, вот эти рамки, пардон, вот эти вот пасеки у нас могут запитываться и либо, допустим, смертность увеличивать, либо там мутацию, либо скорость производства продукции. По идее, вот если передавать, соответственно, сюда к Apiary бустеру вис и воздух, air, то должна увеличиваться продукция. Однако на сервере почему-то здесь, ну, как-то он багает. Допустим, в креативе, когда я собирал такие конструкции, там все работает отлично. А на сервере возникают какие-то проблемы, не знаю. Может быть, я что-то не так собираю, но суть в том, что если все работать будет корректно, то здесь должны появляться такие вот значки. Сейчас посмотрим, может, где-нибудь все-таки сработало это. Сейчас проверим. Ну, что-то я не вижу, что хотя бы где-то у меня сработало. Вот такой должен быть значок. То есть, что запитка есть, и продукция очень быстро производится. Вот. Дальше, что интересного в этом моде, помимо таких вот пасек и бустера, который может их ускорять выпуск их продукции, это, собственно, новые виды. Их там, если не ошибаюсь, вот я насчитал, там порядка 140 всего видов получается вместе со стандартным Forestry. Но здесь еще зависит все от того, какие у вас дополнительные еще моды стоят. То есть, допустим, если у вас стоит Thermal Expansion, то есть тут пчелы, которые производят продукцию из него. Если, например, там еще какие-нибудь моды стоят, ну вот, к примеру, что можно еще здесь увидеть. Аква, ну, например, Таумкрафт, да, если стоит, и вот у вас есть Аква Принцесса, она вам может производить блестящие водные соты, из которых в конце концов выпадает такое вот наполненная водой пыль, а из них можно крафтить кристаллы. Это вообще бомба. Вот, и, наверное, я сейчас вам покажу самые классные пчелы из этого мода, которые я сам использую. Ну, во-первых, это алмазные пчелы, они производят алмазы. Вот, выводятся, соответственно, из золотоносного, суровой. Вот, требуют алмазный блок в качестве основы. Если что, в предыдущих видео я показывал, как заниматься селекцией пчел. Можете посмотреть. Еще в описании я обязательно оставлю ссылку на неплохой такой текстовый гайд, где описываются, какие новые виды здесь появляются, какие новые рамки и так далее. Значит, вот алмазная мне очень нравится. Еще здесь классные пчелы. Это трансмутирующие. Они дают просто огромнейшее количество разных сот. Вот, 4 разных вида сот. И, соответственно, из этих сот уже можно там разную продукцию получать. Дальше Сертус. Сертус производит кристаллы стенного кварца, который незаменимый ингредиент для крафтов в Applied Energetics. То есть, видите, если у вас установлен еще Applied Energetics, соответственно, есть такой вид пчел. Есть еще разновидности, которые там, соответственно, изменчивый кристалл делают. Вот такие пчелки. Магические еще. Магические необходимы для того, чтобы делать такие вот зачарованные капли. А зачарованные капли, например, это ингредиент
для крафта таких вот как раз вот пасек улучшенных, магических, которые делаются из обычной пасеки, зачарованной капли, и еще пыльца такая нужна. А пыльца, соответственно, делается также пчелками. Еще одна разновидность. Сейчас покажу, где-то рядом должны у меня стоять. Вот они, сверхъестественные. Вот, сверхъестественные производят такую вот необычную пыльцу. Так, дальше что у меня здесь интересного? Ну, это из стандартного мода, из стандартного форестри пчелки. Так, и вроде бы все. Вот, это самые основные виды, которые... Вот еще ботаник, кстати, есть. Если установлен ботания, вот можем еще таких пчел наблюдать. Так, а ботаник, ну что-то не покажет крафт. Ну, ботаник, они у меня производят лепестки из ботании всех видов вообще. Сейчас попробуем, может быть, здесь посмотреть. Ботаник. Так, вот, посмотрите, у меня даже не помещается просто. Настолько... То есть все 16 видов лепестков они производят. Вообще бомба. Так, еще один вид. Я их поместил отдельно в такие вот большие ульи. У нас просто на сервере есть ограничение, что можно максимум 6 штук ставить. Иначе, соответственно, снесут. Вот, и во все эти 6 штук я как раз разместил пчелок, которые производят такие вот кристаллы из Таумкрафта. Вот, это, соответственно, вот такие кристаллы земляные. И вот все 6 видов кристаллов из Таумкрафта. Вот эти различные пчелки производят у меня. Преконтатио, Игнис, Аура, Абсолютная, Аква и Солем. То есть все 6 видов я вот получаю. Здесь вот еще у меня Игнис. Все 6 видов с помощью пчелок я получаю. Это очень здорово, очень удобно. Так, что вам еще показать? Давайте... Да, рамки. Очень классные рамки в этом дополнении появляются. Так, очень классные рамки. Давайте посмотрим, какие здесь есть. В прошлых видео я уже некоторые показывал. Например, забвенная рамка, да, которая позволяет быстро убивать пчел. Это просто крайне удобно для выведения пчелок. Та же самая роль у некротических. Ну, просто вопрос крафта здесь чуть-чуть сложнее, потому что здесь для крафта нужны, например, черепа, иссушитель, яйцо дракона, которое раздобыть не так-то просто. Однако в этом же моде Magic Bix появляются пчелки, которые могут даже яйца производить. Вот, дракониевая пыль из драконьей пчелы. Просто обалдеть. То же самое касается, например, черепов иссушителя. Их тоже можно производить с помощью пчел иссушающих. То есть разнообразие просто поражает. Временное, насколько я помню, сокращает время жизни тоже. Некротическое тоже быстрее убивает. Легкое повышает выход продукции. А метаболическое увеличивает шанс, соответственно, выведения нового вида. Тоже крайне полезная рамка, если вы хотите какой-нибудь новый вид получить. Ну, давайте, может быть, попробуем. Может, у нас получится, кстати, какой-нибудь вид с помощью этих рамок вывести. Так, насколько я помню, чтобы обычную получить, нам нужно луговую смешать с лесной. Так, лесная. Так, луговой у нас, наверное, нету. Сейчас я попробую труднее добыть. Так, луговой, например, возьмем. Так, вот у нас трутень выпал. Так, значит, трутень у нас луговой. Давайте лесную. Лесную с луговой. И попробуем вот эти вот метаболические рамки. Так, у меня вроде бы еще где-то должны быть. Надеюсь, они у меня есть. Сейчас проверим. Метаболические рамки. Вот у меня как раз еще есть. Сейчас положим. Так, и по идее они должны увеличивать шанс, соответственно, выведения нового вида. То есть стандартно там по идее идет 15% для выведения обычной. А вот эти метаболические, они серьезно увеличивают шанс выведения нового вида пчелы. Вот сейчас мы и проверим, что из этого выйдет. Подождем. Я, наверное, поставлю на паузу, потому что тут, может быть, поскольку у меня рамок никаких нету для того, чтобы пчелы быстрее погибали, соответственно, вот там может несколько минут занять, поэтому я ставлю на паузу. Итак, вот у нас образовались пчелы. И обратите внимание, обычная принцесса. Пожалуйста, с первого раза, да, у нас вывелась чистая принцесса, еще даже 2 трутня в придачу. Давайте проверим гены.
ради интереса. Ну, просто идеальная обычная принцесса, просто идеальная, совершенная. То же самое, наверное, и трутни такие, прям вот, прям идеальные трутни. Супер! Вот что умеют метаболические рамки. Так, ну и на этом, пожалуй, как бы основные моменты я рассказал, да, соответственно, появляются новые рамки в этом дополнении, новые улья, которые можно там в мире найти, там, в том числе в аду, в эндер мире. Более подробно читайте там в описании, я оставлю ссылку. Какие-то новые эффекты появляются, соответственно. Ну и самое главное, появляется новая продукция, в том числе производство алмазов, изумрудов, кристаллов истинного кварца. Все это очень здорово. Так что рекомендую этот мод попробовать, изучить. На этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вам понравилось, пишите в комментарии там, что, может быть, еще хотели увидеть. Спасибо. Пока.